Привет, вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии продолжаем свой такой альтернативный онлайн Дюссельдорф, и мы по-прежнему на заводе Нисман Бишев в Германии, и сегодня в выставочном зале мы нашли вот такой интересный интеграл iSmooth называется, на базе Fiat Ducato. Чем он интересен? Тем, что он 3,5 тонны, то есть вписывается в категорию B. Пойдемте смотреть. И вот она, знакомая кабина Fiat Ducato у нас внутри. Как я, кстати, недавно говорил, когда сравнивал в Дюссельдорфе вот эту панель, которая у Citroёn почему-то сделана матовой, здесь она глянцевая. И она глянцевая в случае с климат-контролем и с круиз-контролем на Fiat Ducato. И вот видите, когда это продолжается какой-то мультимедиа-панелью, это сразу выглядит как-то дороже в любом случае, хотя, казалось бы, всего-навсего пластик. А здесь поставили вот такую мультимедиа сразу уже с завода, которая у нас выступает. Есть, конечно же, мультимедиа, утопленные внутрь, и вот здесь то, что поставили такую, я не знаю, сомнительное решение, по той причине, что она не очень дружит почему-то с нашей привычной, любимой подставкой для телефона. Наверное, решили, что она полностью ее заменит, не знаю. Но это, конечно, нюанс, просто дальше я буду очень много хвалить эту машину, потому что она мне очень нравится. Честно, она мне понравилась, поэтому не могу просто этого не делать. Но вот это, конечно, маленькая капелька дегтя, что здесь так вот как-то не учли этот момент. Что дальше видим? 9-ступенчатый автомат от Fiat Ducato. Все, в принципе, стандартно, как мы привыкли на Fiat. Полный комплект кнопочек, которые мы с вами знаем. Слева от меня есть пульт, который сейчас отключен, но судя по тому, что я на нем увидел, это пульт, который отвечает за то, чтобы у нас ноги выезжали, выравнивали. То есть мы садимся на водительское место, на вот такой сенсорной панельке можем выровнять машину. И на самом деле это классно, здесь везде сенсорные панельки, все выключатели сделаны сенсорными. И это только вот первый, дальше их будет много, они все мне очень понравились. Что еще здесь есть? Прорезиненное вот такое покрытие, куда можно поставить какой-то планшет, телефон или еще дополнительно. Наверное, решили, что как раз они и заменят. На центральной консоли есть зарядка Type-C быстрая и зарядка USB обыкновенный тоже присутствует, спрятан вот за этой вот панелью. Очень аккуратно как-то стыкована вот кабина Fiat с уже дальнейшим надстроенной частью интеграла. Это вот сделали прямо от души хорошо. Почти не заметен этот переход. Шторка выдвигается и перекрывает полностью всю кабину. Она механическая, вот так вот слегка болтается, но это ей в принципе особо не мешает. Главное, что она закрывает у нас полностью всю поверхность. Дальше окно открывается полностью руками. И, кстати, хочу отметить, что двери здесь нету, как вот в самых дорогих премиальных автодомах. Дверь у нас только основная, через которую мы заходим в сам автодом, через нее же мы попадаем и на водительское место. Такая история популярна именно для премиума, но в интегралах 3,5 тонны чаще всего у нас здесь есть дверь, и она почему-то даже в дорогих домах, таких как которые делает Hummer, BMCI, например, она почему-то иногда не очень хорошего качества. Я не знаю, часто она меня смущает, ты за нее берешься, она какая-то вот... То есть почему-то двери входные, которые делают производители автодомов, они не такие классные, как заводские. Поэтому здесь ее просто, в принципе, вообще убрали, добавили классное прорезиненное вот это покрытие, обшили тканью, и все замечательно. Оставили только основную дверь, которую умеют и могут сделать хорошо. Это вот прям плюс, дополнительный лайк. Кстати, благодаря отсутствию двери в подлокотнике поместился вот такой ящичек, обшитый тканью с кучей каких-то мелочей. И это на самом деле тоже интересно, потому что часто, когда едешь за рулем, у тебя много всего чего-то под руками, какие-то семечки, орешки, какие-то жвачки, какие-то чеки с парковки, что-то вот, что это всегда приходится куда-то распихивать. И иногда даже в стандартной кабине Fiat, которая в принципе хорошая и имеет много всяких этих полочек и бардачков, мне бывает не хватает. И вот этот дополнительный ящик лишним не будет. Как в любом практически интеграле у нас есть опускаемая кровать в передней части, и это классно. Чтобы ее разложить, нам нужно посигналить, обязательно нужно. Нам нужно сложить спинки у сидений. Они вот так вот легко опускаются, фиатовская стандартная, в принципе, система. Неважно в каком положении, то есть можно хаотично это сделать. И далее тянем за специальную педальку, и вообще вот одним пальцем я просто эту кровать раз, вот так вот раз, одним пальцем опускаю. Очень это удобно, классно. Кровать мне понравилась. Она маленькая достаточно, компактная, но за счет этого легкая. И что мне нравится в этой конфигурации вообще, то, что все отделано вот такой какой-то тканью, которая напоминает в целом автомобильную обивку. И это каких-то декоративных элементов много. Они местами просто на липучках, на каких-то, вот как здесь, допустим, на люке, мы можем вот так ее
снять, например, и почистить. Она на липучках держится и закрывает стандартную вот эту от люка белую рамку, которая часто нам бросается в глаза. Здесь вот так раз, все, накладку мы зафиксировали и все, вот, красота. Вообще вот эти темные тона, у нас тут возник, так сказать, творческий спор, хорошо или нет. Мне нравится, что машина решена в темных тонах. Да, это съедает пространство, но я люблю вот такой уют. Я люблю, когда в целом все такое темное, контрастное. Но это вот вкусовая вещь. Пишите в комментариях, как считаете, хорошо, когда темная, светлая отделка. Плюс темная, мне кажется, менее марким. Следующий момент, который мне в целом понравился этой машине, это вот эта отделка стен. Она может показаться какой-то хлипкой, тонкой, но на самом деле так и есть. Но фишка в том, что она сделана из какого-то прессованного фетра. Знаете, бывают такие сумочки, когда вот как из фетра, например, там в Икее или где-то лотки такого плана. Вот здесь это, в принципе, аналогичная история, просто очень плотная. То есть это когда какая-то эпоксидная смесь смешивается с неким фетром, прессуются вот эти панели. И я часто задавался вопросом. В автодомах бывает очень дешевая отделка стен, то есть это какой-то пластик тонкий, обклеенный пленкой. И ты подходишь, понимаешь, что это компромисс, необходимый компромисс для того, чтобы это было достаточно легким, не вышло за 3,5 тонны, и вообще, в принципе, машина не была слишком тяжелой вверху и не заваливалась в поворотах. Отделка должна быть легкой. То есть это пенопласт и какие-то очень простые материалы. При этом она часто не может быть дорогой, то есть у нас не может быть там алюминия, как, допустим, в прицепе Airstream, потому что мы говорим там о домах эконом-класса. И я думаю, как это сделать, какие вот материалы можно взять такие, чтобы они были легкие и при этом красивые. И вот здесь, почему я в первую зашел, влюбился в эту машину, потому что здесь вот этот вот фетр. Просто вот эти панели, выглядят они как-то лофтово, стильно, звукопоглощают, то есть здесь очень такое есть ощущение, как в студии звукозаписи, я говорю, и мне это очень нравится. Плюс они тоже, почему они хлипкие? Потому что они тонкие, мягкие, легкие, и в большинстве своем съемные, зафиксированы на липучках к основной части, как бы к основным фасадам. А там уже у нас радиаторы, доступы к каким-то проводам. При желании, то есть мы их можем снять, как-то почистить, частично разобрать. Вот, например, я снял элемент. Все. И вот таких элементов очень много. И осталась у нас только липучка, на которую это зафиксировано. Не знаю, насколько производителям задумано, чтобы это все разбирали, но разбирается легко и фиксируется на место. И это, по-моему, круто. Столовая группа и места пассажирские здесь тоже интересные. В целом здесь предусмотрено 4 спальных места, то есть 2 на опускаемой кровати и 2 в основной спальне. Но в основной спальне очень большая кровать. Теоретически при желании точно можно спать втроем. Я не знаю, хотя возможно как-то можно и здесь тоже из столовой группы что-то собрать небольшими усилиями. Такое гостевое детское место. Но оно не задумано. В целом стол вращается во всех направлениях и ездит по специальной рельсе, сейчас мы его посмотрим, складывается в 2 части и вот так сдвигается. И это на самом деле неспроста и не зря так сделано, потому что места для пассажиров в кабине у нас, не в кабине, а в задней части, в самом жилом пространстве, очень интересно организованы. Мы тянем за специальную ручку, у нас выезжает спинка в проход, которая не занимает место в обычное время. Дальше у нас есть специальный фиксатор, который позволяет нам двигать по рельсе, по направляющей внизу сам стол. Мы можем его, например, вот так вот раз сдвинуть в переднюю часть. И с помощью этого же фиксатора мы убираем вот эти подушки. Подушки, кстати, везде закреплены. Мне очень нравится еще цветовое решение. Вот это серое с оранжевым очень хорошо как-то сочетается, свежо. Там еще зеленый цвет, сейчас мы с вами увидим. И как-то все это гармонично. Тянем тот самый рычажок, с помощью которого мы двигаем стол. И вот эта вот часть раз и разворачивается. Все. Она у нас образует полноценное место для того, чтобы сидеть. Еще раз выдвигаю вот эту спинку. Здесь у нас спряталась специальная вставная часть. Мы ее вставляем здесь, чтобы увеличить спинку. Все. Вот это места для того, чтобы ехать в движении. И, конечно же, стол мы можем подвинуть сюда, и он будет у нас столиком, за которым мы сможем работать, например, когда находимся в пути, при этом будем абсолютно законно пристегнуты ремнями безопасности. Вот по этим ползункам у нас сдвигается стол влево-вправо, и это позволяет ему быть стационарным, то есть, как это часто в автодомах, но при этом очень сильно мобильным, как это бывает в прицепах, когда стол не закреплен. И это, по-моему, очень классное решение. Мне сначала было тяжеловато двигать его по этим рельсам, потому что я тянул за верхнюю часть, но потом я понял, что если ногой толкать вот в это место,
то это делается вообще легко, без напряга, то есть как бы надо просто приноровиться, если это у вас ваша машина, скорее всего, вы привыкнете, это будет вообще не проблемой. А вот эти решеточки, это радиаторы Alde, они здесь тоже спрятаны в полу, в двойном полу, почему-то их разместили. Вот такое интересное решение, что позволяет, наверное, более равномерно нагревать дом. Также есть радиаторы около окошек. И не знаю, насколько это хорошо. С одной стороны, наверное, более равномерно, с другой, мне кажется, туда немного будет пыль, грязь попадать. Но, наверное, можно пропылесосить эту всю историю как-то. Вообще часто радиаторы делают в полах, там в офисных даже зданиях, в магазинах мы видим такие вот, обратите внимание, вдоль окон делают прямо в полу радиаторы. Поэтому, наверное, в принципе, это по какой-то причине более практичное решение. Пишите в комментариях, что думаете о вот таких радиаторах, врезанных в пол по всей поверхности дома. Интересный светильник, врезан в потолок, который направленно освещает фасад. Я вот очень люблю такие визуальные эстетские решения, потому что вот такой направленный свет всегда как-то подчеркивает, создает, вот то есть даже при темном дизайне он создает вот этот какой-то объем и вот этот отраженный свет, и плюс рисунок шпона. Вот это вот здесь 100% шпон, то есть это не пленка, это прямо шпоном обклеенный фасад. За этой дверкой очень необычно спрятался пульт, вернее, часть пульта управления автодомом. То есть здесь у нас пульт управления печкой Alde, здесь у нас пульт от солнечных батарей, они установлены на крыше. И здесь же расположился, конечно, пульт для управления антенной, которая тоже стоит на крыше. Мы нажимаем вот так на кнопочку, она у нас раскладывается. Также можем здесь управлять, там, запускать поиск сигнала и так далее. То есть мы здесь управляем антенной. Абсолютно нормально, что где-то в жилом пространстве вы можете, вот, например, с опускаемой кровати дотянуться и настроить там печку, что-то такое сделать. Также, конечно, логично, что над телевизором рядом у нас блок с антенной. Также здесь лежат всякие пульты от звука, от... Так, здесь у нас надо нажимать. От телевизора, кстати, давайте включим телевизор, посмотрим, что у нас здесь. Здесь система Android, я так понимаю. Да, здесь у нас система Android, в общем, установлена. И где-то я видел просто уже заставку. Очень приятный, кстати, звук. Вот. В общем, вот такой телевизор у нас установлен, и он фиксируется, он на такой гибкой специальной подставке и тоже на липучках. Здесь прямо создатели влюбились в липучки. Я переключил просто сигнал на штекер, которого нет. Влюбились в концепцию липучек, все фиксируется на этих вот липучках и перестает болтаться. И это на самом деле вот какая-то крутая идея, не понимаю, почему она так редко фигурирует. Липучки мягкие, не дают ничему люфтить, ничего не болтается, не скрипит. Вот мы зафиксировали телевизор, и он держится на них мягко, при этом не жестко. И мы абсолютно легко вот дернули рычажок, потянули его на себя, подстроили таким образом, как нам необходимо. Вот я его, пожалуйста, отклеил и выключаю телевизор. Вот такой интересный, необычный пульт. Это вторая часть, которая находится над дверью. Здесь мы, соответственно, уже включаем помпу, газ, запас батареи видим. Он очень симпатично реализован. Экран не сенсорный, но сенсорные кнопки. И они как-то щелкают. Вот. Весьма интересно. Ой, я помпу включил, качает впустую. Здесь же можно отключить какие-то колонки. Вот таким образом он реализован. Кстати, хочу отметить, что его можно снять на защелках, и здесь у нас получается доступ к какой-то электрификации, тоже спрятан. И вот таким образом аккуратно за эту панель раз, все, защелкнули, поставили на место. Все выключатели в автодоме реализованы вот таким образом. Это маленькие сенсорные панельки, которые подсвечиваются, когда мы их касаемся. Да, вот они подсвечиваются. И здесь, чтобы интуитивно было понятно, нарисована, какая зона включится, если мы ее коснемся. То есть вот я нажимаю на этот светильник, и включается вот этот точечный светильник, который я вам ранее показал, который подсвечивает фасад. И здесь и нарисован направленный светильничек. Вот эта подсветка, естественно, включает общую светодиодную ленту, и нарисовано, что по бокам в столовой группе. Нажимаю на рядом, кастрюлька нарисована, включается подсветка рабочей зоны на кухне. Включаю здесь, понятно, что это душ. Вот включается подсветка в душе. Вся подсветка очень мягкая, если мы... нет, это не душ, это я что? Это я над столом включил главные споты, а вот душ. Касаемся душевой, вот краник нарисован, у нас вот так плавно разгорается свет. Вот вся подсветка запускается исключительно вот так вот на фейде, то есть плавно разгорается, плавно гаснет. Также вот этой кнопкой мы можем запереть шкафы, чтобы они не открывались, то есть зафиксировать в движении, чтобы ничего никуда не открылось электронно. Про кнопочки ниже скажу чуть позже. Кухня тоже решена очень стильно. Вот этот шпон на фасаде, push-open, дверка открывается, подсветочка, про которую ранее показал, также подсвечивает фасад. Шкаф пустой, в принципе, все на этом здесь заканчивается в этом шкафчике. Он квадратный, аккуратный.
Но здесь очень много необычного. Каждая вещь, которая касается в этом доме, меня начинает заново удивлять. Я только что пытался открыть эту плиту, не понял сразу как, а оказывается вот таким образом. Мы тянем в сторону, и у нас в проход открывается вот это огромное стекло, хотя плита стандартно в целом Тетфорд, то есть ничего такое сверх какое-то необычное. Вот тут открывается еще стеклышко защитное, и все, мы готовим, и у нас рабочая поверхность нереально увеличена за счет этого стекла. Ну, то есть, не знаю, насколько оно, конечно, надежное, чтобы там на край что-то ставить, но решение в любом случае интересное. Снять его как-то по-другому нельзя, но мне нравится. Это очень интересно. В любом случае, чтобы поверхность увеличить, что-то нам поставить тяжелое, здесь выдвигается вот такое полностью металлическое направляющее из вот этого искусственного камня, из которого сделана столешница. Внутрь него она прячется. И доска деревянная, настоящий массив. Дощечка похожа на обыкновенную разделочную доску. В принципе, так она и задумана. Она вкладывается вот сюда, и у нас получается, что искусственный камень вровень переходит на вот эту еще дополнительную столешницу, которая, по идее, выдерживает уже достаточно большой вес. По-моему, это нереально стильная кухня, одна из самых вообще стильных кухонь, которые я видел в автодомах. Кран вот таким образом вынимается, можно что-то помыть, шланг. Что-то похожее мы видели с вами в Морелло, когда был с пружинкой кран, но здесь он просто вот реализован на таком силиконовом шланге. Возможно, это даже лучше, потому что этот шланг попроще, если что, его поменять. Это обыкновенный шланг от смесителей. Их много, они часто встречаются. Мойка внутри тоже из искусственного камня, и только дно сделано из какого-то алюминия, или, в общем, металлическая она. Как только я показал эту плиту, оператор за кадром говорит: вот сделали бы опору. И я понял, что я просто невнимательный человек. На самом деле здесь сделали опору для этой столешницы. Все. Она опирается, и это вот реально столешница, которую можно использовать как рабочую поверхность на кухне. Это очень-очень классно, и она стеклянная, ее легко помыть, сюда что-то поставить, главное что-то не бросать на нее. По-моему, это по-настоящему классное решение. Мало того, она обратно, если сильно дергать, отходит, но она вот в принципе держится, потому что здесь магниты. То есть она просто так не ерзает туда-обратно, она магнитится к вот этой металлической поверхности. Вообще, знаете, что хочу сказать? Не ту машину, не тот автодом лофтом назвали, потому что здесь почти все материалы, то из чего... А в чем концепция лофт вообще, вот такой идеи, там, когда это касается жилья? Все материалы должны быть тем, чем они являются, чем выглядят, тем и являются. То есть если это дерево, если это металл, то это металл. То есть не должно быть имитаций. И этот дом максимально следует этой тенденции. То есть если на стенах мы видим какой-то фетр, ткань, то мы трогаем, это она и есть. Если здесь металлическая панель, то она металлическая, на ней деревянный брусочек. Честно говоря, мне уже надоело показывать вот эти кухонные ящики, потому что всегда это достаточно скучно, они одинаковые, и ничего там интересного нет. Но потом вы в комментариях все равно пишете: покажи, поэтому показываю, чтобы не было никаких вопросов. Ящик стандартный, такой неглубокий, думаю, нагрузка не больше 5 килограмм на него. Вот такой лоток для вилок, ложек. Также здесь кран перекрытия газа к плите, к бойлеру и к холодильнику. И, кстати, встает логичный вопрос: а где холодильник? Его как будто бы и нету. И хорошо, что я стал показывать ящики, потому что холодильник здесь вот такого типа, что-то вроде барного холодильника, он ящик. И мне кажется, это интересно, необычно. Не знаю, пишите в комментарии ваше мнение, насколько считаете это практичным. Но мне кажется, это круто, потому что у вас здесь при этом тоже есть сектора, всякие фиксаторы и так далее. Но место здесь вы сразу видите все. Плюс даже сразу в холодильнике есть какие-то вот такие металлические емкости. Как бы почему нет? Почему не такое решение? Оно интересное, необычное, яркое. И как-то вот во всей этой стилистике этого дома, в котором все какое-то такое, это прям максимально органично вписывается. Конечно, немного съело пространство от кухонных шкафчиков, но учитывая, что у нас есть наверху шкафчик, и еще вот внизу такой, я думаю, места достаточно. Я на самом деле всегда задаюсь вопросом, зачем на кухне столько шкафов? Что же вы хотите, супермаркет здесь перевозить? Но, с другой стороны, достаточно шкафов, потому что я ранее осознанно умолчал про кофемашину, потому что здесь с ней не все так просто. Остается логичный вопрос, который у меня встает всегда: где крепление для капсул? Где крепление для капсул Nespresso? Но я думаю, сюда его можно прикрутить, купить где-нибудь в Икее. Не буду здесь докапываться до этой мелочи. И также я вам говорил, что позже расскажу про специальные еще 2 кнопки. Эти 2 кнопки на пульте, которые мы смотрели, где свет, отвечают за то, чтобы здесь поднимался вот такой шкаф. Первая функция этого шкафа, конечно же, загораживать. Вот он останавливается на промежуточном расстоянии. И нажимаем еще раз, он едет до конца.
Конечно, он отвечает за то, чтобы служить стеной с основной спальней. То есть у нас, когда мы опущено, у нас здесь такое общее открытое пространство, которое вы только что видели. А когда мы поднимаем шкаф вверх, у нас получается прям полноценная монументальная стена и раздвижная дверь. Все, мы полностью изолировали спальню и получили, к разговору о шкафчиках, которых может не хватить в кухне, мы получаем еще 2 шкафа, которые при этом не видны. Вы хотите ставить что-то симпатичное, что у всех на глазах, хотите опустили, и это вообще не видно, и видно только ночью. Вообще, в принципе, можно что-то хранить здесь, то, что вы любите есть ночью. Вот как раз открыли дверь, руку просунули, такая вот история. Спальня также обита вот этими, как я назвал их, фетровыми панелями. Они плотные, гладкие, при этом звукопоглощающие, и здесь очень тихо и приятно. Конечно, также все фасады подсвечены вот этими направленными светильниками, плюс есть споты в потолке, плюс светодиодная подсветка вот здесь в изголовье по краю и зеленый цвет, о котором я говорил. То есть изголовье обито полностью. Да, вот это уже прям привычный, знакомый нам фетр. Вот я светодиодную ленту, кстати, включил. Он такой зеленый в изголовье, который очень хорошо сочетается с оранжевым в передней части. Короче, я прям в восторге. Плюс у нас есть светильники. Ну вот светильники могли бы быть, наверное, поинтереснее. Они, в принципе, обыкновенные такие гибкие светильники. 220 вольт розетка, 220, USB. Нет, в светильнике нет, нигде нету USB, но можно, наверное, в обычную 220 воткнуться и будет. Кармашки. Нет, вот она. В кармашке USB розетки. По бокам у нас вот такие маленькие углубления, ниши, и в них есть USB розеточка. Также на стене вижу Альдо регулировка отопления, то есть можно здесь в спальне себе настроить температуру, радиаторы около окон разместились. Кровать, конечно, может быть теоретически раздельная, потому что вот эта часть у нас вынимается, и вы можете, наверное, сюда какую-то доску соорудить, если вдруг вам это важно. Но в целом можно просто спать по углам. Но, конечно же, она может быть и двуспальной нормальной кроватью. Давайте посмотрим, что у нас здесь по бокам. По бокам гардеробы. С двух сторон абсолютно симметричные 2 гардероба, которые поднимаются к кровати, если надо. И также вот так вот мы тянем вверх и можем опустить дверку. Тянем опять вверх, и она защелкивается. И все, опускаем верхнюю крышечку. В ступеньках у нас, кажется, тоже что-то есть. Да, в ступеньках у нас просто углубления небольшие. Вот видите светодиодную ленту, кстати, она открылась, потому что она светит как бы вот в эту каемочку и подсвечивает нам ступеньки. А когда мы открываем дверки, у нас, получается, мы ее видим. Здесь есть бак, по идее, с серой водой. Мы с ней имеем к нему крышечку и доступ. А во втором ящике просто место для хранения, например, обуви. Кстати, забыл сказать, интересная штука, что свет мы включаем, как я уже показал, здесь, на этом пульте. Это очень удобно, потому что ты просто поднимаешь руку и видишь этот пульт, и отсюда можно даже выключить на кухне освещение. То есть там есть кнопочка управления всем светом. Телевизор установлен еще один на дополнительной подставке в зоне спальни. Шкафчики не показал, ну вот шкафчики стандартные, все по кругу одинаковые. Кажется, когда мы с вами смотрели прицепы LMC, я сказал, что, например, в туалете есть ощущение, что дизайнерская мысль остановилась и сделали уже просто практично. Так вот в этом автодоме дизайнерская мысль у людей, которые его создавали, не останавливалась ни в какой момент. И вот как раз-таки туалет, я сейчас закрыл дверь, и у меня ощущение, что я сижу... Нет ощущения, что ты находишься в каком-то автодоме. Ты прям находишься в полноценном нормальном туалете. Напоминаю, 3,5 тонны умещается вес этого автодома, и унитаз здесь керамический. То есть каким-то образом сочетаются какие-то классные вещи, которые мы хотели бы видеть, чтобы они были удобные, чтобы мы не сидели на какой-то кассете, там, Тедфорд и так далее, которая практична, но при этом все равно немножко вот есть ощущение такой какой-то походности в этом всем. Здесь у нас прямо дом на колесах, значит дом, все. В остальном, что можно здесь сказать? Вот это покрытие, конечно, это имитация какого-то камня, оно пластик с какой-то такой наклеенной пленкой, но достаточно приятный на ощупь, черные металлические крючочки. И, кстати говоря, о концепции того, что здесь все закрепили на липучках и сделали скрытые фасады, здесь вот, например, мы можем открепить вот эту вот фасадную часть. Это, кстати, вот здесь как раз отчетливо видно, что это шпон, и это такая вот какая-то пластиковая панелька. Здесь, например, мы можем посмотреть, сколько у нас, как это называется-то, в общем, в печке Альдо антифриз. Вот, антифриз, мы здесь видим, например, бачок. Зачем этот технический лючок нужен, я не знаю, но, тем не менее, он здесь присутствует, и он вот так вот аккуратно скрыт. Над моей головой, над унитазом расположился рейлинг, такой вот тоже черный матовый. Есть шкафчики, все шкафчики push-open.
открываются, и также светодиодная подсветка, которая здесь очень много светодиодной подсветки, но может возникнуть логичный вопрос. Мы вроде как в интеграле, это, как правило, все-таки премиальные автомобили, должен быть как бы обязательно душ. А где душ? Вроде как место-то закончилось, весь дом мы с вами посмотрели. Нестандартная тема для больших домов и интегралов, но напоминаю, опять же, вес машины. И нашли этому очень элегантное решение. Стенка целиком отъезжает, и мы получаем душевую кабину. То есть у нас полностью переезжает вся стена по таким ползункам, и вот она фиксируется специальным шпингалетом, и вот она душевая кабина. На самом деле, вроде как считается, что все вот эти комбинированные истории, это в каких-то очень компактных домах, где это вынужденная необходимость, чтобы экономить место, вес, вписаться в эконом-класс. А здесь мы более в таком премиуме находимся, и тем не менее. Но это так аккуратно решено, что, мне кажется, это оптимальное решение, которое обеспечило нам вот эту маленькую машину с максимальным простором, комфортом, всеми вот этими вот плюшками и фишками крутыми, и при этом вот... Я не знаю, у меня нет какого-то стеснения в этой душевой кабине. Я вот нахожусь в ней, ну да, не слишком просторно, но тем не менее в ней достаточно места, чтобы помыться, чтобы развернуться, и не чувствовать даже, что ты находишься в этом трансформере. Вот это такая же здесь стенка в абсолютно цельном дизайне. Душ, вот так он реализован. И как бы смеситель, который является краном для раковины, он же является экраном для душа. Давайте обратно отодвинем стенку, и я вам покажу раковину, потому что она реализована, как я люблю. Вот она раковина. Раковина такой на столешнице из шпона тоже. Кстати, не знаю, насколько в мокром помещении вот этот шпон будет применим, хотя, возможно, да, здесь он какой-то немного другой. Есть ощущение, что это, возможно, пластиковая такая имитация. Раковина из какого-то очень плотного полимерного пластика. И она вот тоже черная, белая внутри, черная снаружи, очень стильно решена. И кран, который является душем, он же является вот здесь, пожалуйста, для раковины. Поворачивается. Огромное зеркало у меня впереди. И полочка, на которой, возможно, будут стоять какие-то гели, души, что-то еще. Она же будет и в душе, и в туалете. И это, по-моему, классно. Что у вас не вот когда углом поворачивается, и это... Два пространства, в которых изолированы полочки, возможно, вы что-то там забыли, поставили, все это неудобно. Ну, не то, что прям неудобно, но тем не менее, есть нюанс. А здесь у нас полноценно вот это раз, стенка остается статичной, и мы только передвигаем такую фиксированную шторку. При входе мы также встречаем эту классную сенсорную панель, с помощью которой можем включать-выключать свет в багажнике, включать-выключать свет на маркизе, которая тоже здесь установлена. И он тоже так очень плавно, приятно разгорается. И такие же сенсорные кнопочки для ступеньки. Дверь у нас, конечно, с центральным замком, как положено премиальным домам. Есть ручечка внутри и кнопка, которая запирает замок. И снаружи вот, в принципе, стандартная хромированная ручечка. Внутри кожи обшиты вот этим фетром, которым везде, в принципе, дверь. И вот такие вот крючочки, которые прячутся, если не нужны, но если нужны, можно, например, какую-то курточку, ветровочку повесить. Здесь, конечно, могло бы быть мусорное ведро. Наверное, можно поставить опционально, но сейчас мы его здесь не видим. Сразу около двери снизу вот такой интересный лоток. Ранее я такие, по крайней мере, не встречал. То есть у нас мы выдвигаем его, и вот таким газлифтом поднимается крышечка. Здесь просто пластиковый контейнер, герметичный полностью. Я не знаю, хоть воды сюда можно налить, хоть положить что-то. Наверное, круто на рыбалке сюда можно рыбу прямо накидать в воду, потому что снизу даже есть какая-то пробочка, которая открывает отверстие. И 20 килограмм, вижу, максимальная нагрузка в этот лоток. Это выглядит достаточно круто, интересно, и вот таким образом мы это закрываем и запираем. После входа по правому борту газовый отсек. Интересным образом расположены баллоны, то есть один за другим в углублении. Не рядом, а вот так вот углублены. Это, в принципе, связано с конфигурацией кровати, которую мы с вами видели. Баллоны, в принципе, стандартные, ставятся вот в этот газовый отсек. Багажник здесь достаточно компактный, но, напоминаю, это обыкновенный двухосный Fiat Ducato в категории B до 3,5 тонн. И несмотря на это, в этом компактном багажнике максимальный вес 300 килограмм. Чаще всего мы видим 150, 200, ну в лучшем случае 250 в аналогичной конфигурации при таких размерах, габаритах и весе машины. А тут 300 килограмм. Это на самом деле нормально. Что внутри еще вижу интересного? Вот такое пластиковое покрытие на полу, ну, обыкновенное, ни хорошо, ни плохо, типа стандартно. Розетка 220 вольт.
Что мне нравится, что Nisman Bishov очень классно прячут вот эту всю электрификацию, они ее делают в багажнике, но вот то, к чему вам не нужно постоянно иметь доступ, оно скрыто за вот такой решеткой. С одной стороны, вы через нее видите, что там все на месте, что там мигают какие-то лампочки, но вот в случае с ремонтом там 4 болтика открутили, достали, но визуально выглядит аккуратно. Светодиодная подсветка ленты сделана по всей длине, и мои любимые крепления с колечками, с вот такими съемными, которые можно переставлять. Очень удобно, позволяют фиксировать груз в необходимом нам месте. В прошлом обзоре автомобиля от Nisman Bishov я сказал, что могут быть какие-то системы хранения дополнительно установлены в багажнике. Там был очень большой багажник, но потому что это была Iveco. Здесь у нас, напоминаю, Fiat Ducato, и тем не менее все равно уместилась вот в таком небольшом углублении вот система хранения с лотками. Достаточно удобно, когда есть такие лотки, и, конечно же, это все опционально, вы можете поставить, в принципе, в любой автодом, но здесь вот в этой комплектации, которую мы смотрим, уже присутствует эта история. По левому борту после багажника, если двигаться в переднюю часть, мы видим вот такую какую-то непонятную историю, которую мы чаще не видим, это газовый баллон. Это, конечно, опция, дополнительно установленная, но хочу отметить важный момент, что эта машина, вот даже если все максимально опции повесить, которые возможно, она все равно укладывается в 3,5 тонны. И это на самом деле часто проблема бывает. Не на все машины можно повесить вот все опции, чтобы остаться в 3,5 тонн, что для России нам важно, чтобы оставаться в Б-категории. Здесь это дополнительный газовый баллон, 100 литров его объем, то есть он в принципе дублирует те 2 газовых баллона, которые мы можем поставить. Это дополнительный газ для печки, для гриля, для отопления, ну для всего, что работает на газу. Только заправляется только вот на заправке, вы делаете вывод, который вам необходим, и это, по-моему, очень классная штука, классная опция. Везде, где это возможно, мне кажется, стоит такую штуку ставить. Далее, отапливаемый вывод для слива воды, слива серой воды и подключение 220 вольт в этом лючке. И также выхлопное отверстие Alde расположилось вот в этом месте. Все за вот такими монолитными металлическими дверками алюминиевыми. Вообще весь дом сделан, вот корпус, он полностью алюминиевый, не пластиковый. Под водительским окном у нас расположилась, конечно, заливная горловина, стандартная пробочка от Fiat, мы здесь ее видим, и заливка от Blue, потому что у нас Евро 6, вся вот эта история. Nisman Bishov iSmooth мы сегодня с вами посмотрели. Напоминаю, база Fiat Ducato, то есть шасси, на котором он построен, обыкновенные 2 оси и всего 3,5 тонны, то есть Б-категория этот автомобиль попадает. Очень интересная, необычная планировка, на мой взгляд. Если вот говорить честно, это теперь второй мой любимый автодом после, наверное, венов каких-то. Если бы вдруг я захотел не вен, там, не твин или что-то такое, то, наверное, вот такой интеграл. Я вообще не думал когда-то, что скажу такое про интеграл. Они мне были не симпатичны до того, как я встретил эту машину. Очень интересны вот эти решения по отделке и вообще, как я уже сказал, где-то в середине, о том, что не ту машину лофт назвали. Вот, мне кажется, это настоящая лофт-машина, в которой все очень стильно, и при этом все материалы соответствуют тому, чему выглядят. Вот эта звукопоглощающая обивка, которая при этом легкая. Это все очень классное, интересное решение. Мне так, по крайней мере, показалось. Пишите в комментариях ваше мнение. Нравится ли вам такой внешний вид, дизайн, сочетание цветов, вот эта вот обивка, какие-то необычные решения, которые мы здесь с вами увидели, или нет, или все-таки вам кажется, что какие-то классические варианты, они логичнее и уместнее. Это канал «Яхты на колесах». Мы продолжаем ездить по заводам, и наш такой онлайн-альтернативный Дюссельдорф. И поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить наши ролики. В финальной шапке будут ссылки на основной Дюссельдорф, который мы тоже сняли, выставка, и какие-то еще ролики, связанные по теме с этим. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.